Я приветствую вас, представители знака зодиака Весы. Таро расклад. Что прояснится, какая правда откроется и что будет дальше. Что последует за этой правдой или за тем, может быть, событием или каким-то извещением, новостью. Одним словом, к чему это все идет. Таро прогноз. Цыганский старинный пасьянс. Ближайшие события. Таро на неделю. С 31 марта по 6 апреля. Давайте узнаем, что уже нам подскажут карты. И у нас сегодня первое, это старинный цыганский пасьянс. Никогда не знаю, что покажут эти маленькие карты, но я всегда говорю, останемся реалистами. Любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я искренне надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы получите. Мы не выносим вердиктов в наших раскладах. Мы вместе с вами размышляем, предполагаем и допускаем развитие альтернативных вариантов событий. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Итак, события ближайших дней, события ближайшего будущего. Для весов. Что же прояснится, что откроется на этой неделе? Может быть, как возможность решить какое-то дело, задуманное вами, получить нужный документ или на что-то решиться. Может быть и так. Давайте будем смотреть. Я смотрю, и вы смотрите также. С чем может быть связан период этих 7 дней? А вот смотрите, куда-то закрытый путь, замок выпадает. И пока это не говорит о том, что плохо это или хорошо. У кого-то это может совпасть с тем, что, к примеру, мы собирались куда-то пойти, в какое-то учреждение, может быть, инстанцию, или отправиться, поехать куда-то, а здесь надобность отпадает, мы передумали, мы туда не поедем. Может, мы поедем, но в другом направлении, такое может быть. Или даже когда, ну, какая-то возможность одна, которую вы прежде планировали, и уже что-то просчитали. Вы видите, что нет смысла вот именно в этом контексте продолжать, и вы будете что-то менять и переигрывать. То есть есть все-таки что, ну, не может быть на 100% продолжено. Либо вам самим уже неинтересно, или это, ну, не совсем время подходящее, тут ведь и такое может быть. Или просто даже вы приходите к чиновнику, чиновника нет, банально, он заболел или куда-то в отъезде, да, где-то его придется подождать. Давайте посмотрим дальше. Какие еще события нам раскроют карты? Так или иначе, у вас сильная позиция, потому что выпадает якорь. И это наша уверенность. И, в принципе, нет помех, самое главное. Одновременно смотрю, что у вас еще совпало. Ну вот смотрите, если у нас даже так вот мы переложим те карты, которые мы уже раскрыли с вами, да, на неделю, то где-то первые дни, ну, может быть, понедельник, вторник, среда, я допускаю, вы что-то будете тут переигрывать, передумывать, или, может быть, и получаете известие, что вам куда-то, вот как закрытый путь, не нужно отправляться или не нужно каким-то делом заниматься. Но потом даже, да, вот мы видим, что у нас пока я не вижу, чтобы что-то совпало. То есть я могу так предположить, пару дней достаточно таких спокойных или в каком-то заданном вами ритме, но в конечном итоге у вас получается как вот этот якорь, уверенность и, что немаловажно, победа. Поэтому иногда так бывает. Мы участвуем в каком-то деле, мероприятии, уделяем много и внимания, и сил туда, и времени, и энергии, всего тратим. А потом приходим к выводу, а зачем я этим занимался или занималась. Или мы тоже могли задумать себе решение какого-то вопроса, и мы уже даже, возможно, просчитали до мелочей.
А здесь внешние события добавляют нам каких-то новостей, и мы видим, что а нет смысла это продолжать. Дай-ка я переключусь на что-то другое. Вот какая-то подобная может быть история. Ну давайте до конца. Да, тут действительно будет связано с получением информации, мои дорогие. Факт. Молния. Это часто то известие, которое мы не ожидали. Где-то оно может и нас ставить в тупик не без этого. Но так или иначе, видимо, я больше, по крайней мере, вижу эти карты с позитивной стороны, потому что при молнии, вот обратите внимание, в одном квадрате и молния, и якорь, и победа. Может быть, и, знаете, такая парадоксальная будет ситуация, что вы даже и не хотели чем-то заниматься, но думали, что придется. А тут как раз замок будет означать, а не придется. Давайте мы дополним картами Таро. Еще посмотрю то, что у вас совпадает по краям, поскольку в этом пасьянсе мы можем сложить крайние карты по горизонтали и по вертикали. Я смотрю, что тут у вас совпало. И у вас тогда, знаете, будет в личной жизни какое-то известие, потому что если средний ряд, вот как, кстати, где и уверенность, где выпадает победа, и также у вас совпадает очень прекрасное значение. Это подкова. Ну, раньше это вообще символ счастья и, главное, удачи, да, вот такой. Так вот здесь, в этой колоде, это семейное счастье, поэтому некоторые вопросы вашей личной жизни здесь либо могут развиваться в нужном для вас ключе, либо приходит какая-то добрая весть, или что-то вас радует, или есть возможность обустроить то или иное дело, которое касается, может быть, и именно любовной истории, а у кого-то по подкове это могут быть вопросы, связанные с имуществом, недвижимостью, с деньгами где-то, с бюджетом вашей семьи, или с вашим личным бюджетом, или пусть это будет, ну, допустим, закрытый путь, куда-то вы не отправитесь, а в другом месте вы уже будете просчитывать направление, и кто знает, этот якорь, может быть, вы в другом месте надумаете бросить. Вот что-то подобное может проиграться, как семейное счастье и возможности, или ваше личное счастье. Смотрю, что у вас еще совпало. И вы знаете, смотрите, у вас еще что совпадает. Закрытый путь. У вас тут не одна новость. У вас на этой неделе может быть две как минимум новости. Потому что вот этот закрытый путь, если мы опять же сложим крайние ряды, то у нас верхний и нижний у нас получается колокол. И колокол – это извещение какое-то, событие, о котором мы либо узнаем посредством того, что нам человек какой-то говорит, к примеру, о своем решении. И пусть это мы не задумывали каких-то таких глобальных перемен, но это информация, которая к нам приходит либо от третьих лиц, либо извне, и она оказывает влияние на нашу жизнь. И как будто для вас это означает, ну, закрытый какой-то путь. Может быть, это то дело, которое вы намеревались делать или к ней приступить к осуществлению, или один из каких-то тысяч вариантов, но, значит, больше ясности наступает, что вам этим не нужно заниматься или не нужно что-то продолжать, потому что завершается. И, может быть, ставит в тупик эта новость. Но, тем не менее, она для вас закрывает один путь и открывает какой-то более предположительно позитивный. Или пусть это будет вторая какая-то даже новость, но она тогда ведет и якорь, и победа, и семейное счастье. Здесь, знаете, тут какой-то разворот истории вашей может быть на 180 градусов. Вот в эту неделю практически так. И это я больше связываю либо с новостями, информацией, или вашими контактами, когда вам кто-то скажет, и неважно, кто это будет, может быть, или ваш партнер по браку, или партнер просто, пусть брака нет, но есть контакты с конкретным человеком. Или пусть это по бизнесу, работе, предложение, может быть, какое-то. Или ваша собственная задумка. Вы тут сами тоже можете что-то переиграть кардинально. Давайте мы дополним колодой Таро. Какая же правда откроется или что же прояснится? Мне уже самое интересно, что прояснится. Достанем карту. И вторую карту мы сразу в контексте, как продолжение следует. Что будет дальше или к чему все идет. Вот давайте достанем сразу вот так.
Дальше. Неожиданности, неожиданные события. Добрые события. Или что вас приятно обрадует или удивит. Сфера ваших достижений, работы, бизнеса и денег. И последняя карта – любовь и личная жизнь. Так что же проясняется у весов? А вот какая-то затянувшаяся история, которой вы занимались долгий период времени. Или какие-то непонятки по деньгам. Или это может быть как получение документа, кстати, которого вы тоже ждали длительное время. Может быть, либо документ не нужен, либо вы понимаете окончательно, нет смысла на это надеяться, я не получу какого-то согласования или, может быть, одобрения, разрешения, важной бумаги. Но все равно, как бы нас тут это не ставило в тупик, значит, какое-то длительное ожидание, оно заканчивается. У вас тут, по сути дела, что проясняется? У вас проясняется то дело или тема, по которому вы долгое время чего-то ждали. И, может быть, это как пустое ожидание, мы можем положить этому конец. Или, если это был, правда, какой-то регламент, касался документов, денег или важных бумаг, согласований, мы здесь тоже проясняем какую-то обстановку. Дайте я достану еще одну карту, как-то не очень понятно. Но, по крайней мере, всегда семерка пентаклей – это некоторая пауза. И вот эта пауза проясняется. А тут да, это прообраз Медузы Горгоны, принцессы мечей. И, как известно, принцесса мечей, она пострадала из-за своей доверчивости и наивности. И здесь для кого-то из вас как открываются глаза. Вы могли надеяться на конкретного человека, тут вы понимаете, а не надо надеяться. Надо надеяться на самого себя или саму себя. И неважно, с чем это связано, с личной жизнью, или пусть это вопросы поступления денег, поскольку у нас пентакли, или получение документов важных, каких-то согласований. Но здесь вы понимаете, что действительно, и если я буду надеяться, к примеру, на порядочность людей, или что, наконец, на меня обратят внимание или обо мне вспомнят. Тут ведь может быть двойственная ситуация, часто проигрывается по семерке пентаклей. Такие, знаете, качели. Когда нам не сказали ни да, ни нет. Вроде говорили, может быть, и был предварительный какой-то разговор, беседа, вам не отказали, но твердое да, оно и не сказано, и не прописано на бумаге. И значит, это такое шатковалкое наше состояние, и оно может тянуться даже годами. И вот теперь мы понимаем, что ну все, медлить нельзя. Поэтому будьте прозорливы и внимательны. Для того, чтобы более полно так раскрыть образ Медузы Горгоны, что это означает, я приглашаю всех на свой сайт, который будет работать с 26 марта, точнее будет доступ с 26 для всех. Ну так хостинг распорядился, не знаю, с чем это связано. Потому что 25-го, допустим, в день, когда выходит это видео, меня могут смотреть жители Беларуси, и вы можете получить доступ к сайту моему. Это работает именно для жителей. По каким-то причинам меня просто уведомила служба хостинга. И вы можете прочитать там первое, вот статью о Медузе Горгоне, а вторая статья, и я, кстати, на эту статью оставлю ссылку в описании под видео, это Лилит или Черная Луна в Скорпионе с 27 марта. А до этого времени, до 27, еще 25 и 26 Лилит в вашем знаке зодиака. И, в принципе, есть ссылки и на одну, на вторую статью. Вы можете так немножко как бы открутить время назад, прочитать, как для вас проигрался этот период, когда Лилит была в вашем знаке зодиака. Это последние буквально 2 дня. И прочитать то, что будет проигрываться, или то, что обещают, вот эти аспекты, транзиты до конца года, до 20 декабря. Каким образом это можно переложить на вашу реальность, на то, что вас сейчас беспокоит, или то, чем вы теперь занимаетесь, что вы хотите осуществить. Ну вот такая небольшая подсказка. Но то, что себя нужно сохранять и быть, знаете, предельно внимательным. Причем не только к тому, что происходит вокруг вас. Это какая-то осознанность, когда мы делаем каждый шаг, и мы смотрим, куда мы буквально вступаем. Но еще и такой момент, когда мы слушаем, что говорят люди. Слушаем и постоянно анализируем. Ну вот такой момент. И значит, тут может прийти информация, которую вы не ждете, когда
Нечаянно кто-то проболтался или обронил какую-то фразу, и здесь для вас завершается, точнее, какое-то ожидание, или вы сами, кстати, от чего-то отказываетесь, мои дорогие весы. Так вот, к чему же это все идет, что будет дальше? Да ваша сильная позиция. Где-то ведь это прообраз Венеры, королевы Пентаклей. И, конечно, по Венере, если мы говорим, это ваш знак зодиака, планета управитель, еще и телец. И, кстати, к чему все идет. Для кого-то это может быть как контакт с человеком, достаточно надежным. Потому что по королеве Пентакли проходят люди, которые себя сделали буквально сами. Королева Пентакли из любого хаоса умеет отстроить порядок. И, кстати, это все те, которые рождены под знаком стихии Земли, Телец, Дева, Козерог. Но так или иначе, даже благополучие по этой карте мы можем отстроить с нуля. Поэтому, даже если одна дверь счастья или один путь куда-то закрывается, на смену этому открывается другая дверь. Но мы часто этого не замечаем, уставившись глазами в закрытую дверь. Так вот, не надо смотреть в закрытые двери, мои дорогие весы. Какая-то перезагрузка и полный вперед. Тем более тут у вас на пороге, я так вижу, какое-то новое известие, возможности, и вы можете что-то переиграть. Да так красиво, элегантно, что вы останетесь так довольны, как вы даже не предполагали прежде. Ну, понятно, для этого нужна решимость. И все то, что я говорила по принцессе мечей. Давайте мы посмотрим, что же за неожиданность. Что-то завершается, правда. Вы сами можете завершить вот эту паузу, как я говорила. У кого-то могут завершаться отношения. Все же это старший аркан, 13-й. И я надеюсь, все понимают, что это не про смерть. Это карта трансформации. Трансформацию я всегда сравнивала. Представьте, что вы садите маленькое зернышко в землю. И прежде чем маленький росток, который находится внутри этого зерна, пробьется к солнцу, к свету, вот эта твердая оболочка, которая долгое время ему служила панцирем, охраняла его, все же вот эта охрана должна быть разрушена, иначе он не пробьется. И после ему приходится пробиваться сквозь темную землю в одиночку и найти где-то наиболее такой удобный фарватер, чтобы к солнышку появиться на свет. И вам вот где-то эта трансформация, как разрушение вот этой твердой оболочки или панциря, об этом символизирует 13-й старший аркан, после которого вот этот путь наверх, который не бывает простым, но так или иначе это путь к солнцу. И здесь у нас уже солнце восходит. Это окончание чего-то и начало нового. Вот значит, будет либо с какой-то информацией, или, мои дорогие весы, как внешняя обстановка. Возможно, это вы сумеете с кем-то договориться. Или кто-то, ну, как откликнется на взаимодействие с вами. Тут все же у каждого по-своему. Но от начала до конца быть в центре собственных интересов и по-другому никак нельзя. И нельзя понадеяться, да, как пустое ожидание продолжать это точно. Оно должно быть завершено. Но и надеяться в полной мере на кого-то другого, я бы сказала, тоже однозначно нет. Ваша сильная позиция и как помогают высшие силы, когда вы и рассчитываете сами на себя, ну и, наверное, где-то готовы отстроить свое собственное благополучие даже с нуля или из какого-то сумбура или хаоса, если такое присутствует в вашей жизни, может быть, какой-то неразберихи, как раз упорядочить свою жизнь. И по этой карте у нас проходят, если мы говорим, к чему все идет. Это и деньги, это и самодостаточность, это и какие-то планы на будущее, перспективы, и реализация творческих проектов. Среди вас очень много творческих людей. Поэтому большая самореализация и где-то ваша популярность. Потому что королева Пентаклей– это как предступень перед картой императрицы, одни и те же энергии. Поэтому для вас, большому кораблю, большое плавание. Что же доброе? Спешит на ваш порог или что вас приятно удивит. А здесь он может какой-то человек откликнуться. И, кстати, ваша планета-управитель, Венера, по 13 апреля она еще в ретро-движении. Поэтому могут вернуться люди с каким-то переосмыслением ваших отношений. В вашей истории может быть любви. И, кстати, карта абсолютно не о страсти. Обратите внимание, достаточно прохладная карта.
А в верхнем правом углу у нас изображен кадуцей, а кадуцей – это как посох Меркурия или жезл Гермеса. И это, по сути дела, Меркурий, мы говорим, у нас Меркурий тоже в ретро-движении до 7 апреля, поэтому еще и какая-то сбивчивая информация у вас может быть в течение этой недели. Но вы, видимо, проходите этот путь, и в конечном итоге нам говорят, что у вас есть какие-то партнерские отношения, которые есть смысл продолжать. И словно вот этот кадуцей говорит о том, что это как, небесное благословление, можете воспринимать это и так. По сути, кадуцей – это возможности. И еще кадуцей – это не что иное, как прообраз контактов, дипломатии, умение услышать других людей, умение договориться, умение смотреть в одном направлении, умение себе самому не навредить, умение также переиграть какую-то ситуацию, умение и выйти сухим из воды, да, помним все-таки Меркурий, да, откуда, если мифологию немного, поэтому вот есть те отношения, может быть, они и не совсем про страсть, но здесь двое изображены, которые понимают друг друга без слов. И у кого-то это может быть тот союз, как и в личной жизни, может быть это и в вашем творчестве, в вашем бизнесе или контакты по работе, по крайней мере, то, что следует продолжать. Потому что хоть мы и разные, но умеем слышать друг друга и смотреть в одном направлении. И это вас радует. Но, может быть, у кого-то буквально не случайно тут у вас подкова выпадает, поэтому какая-то ситуация в личной жизни здесь тоже близится к решению. Давайте посмотрим ваши достижения, дела, бизнес, работа, деньги. Но собой не рисковать все-таки по аркану башни. Хотя, с учетом нашего сложного времени, и неважно, из какой страны мира вы меня смотрите, я так думаю, что вы со мной согласитесь, все мы ждем мира, по крайней мере, в большинстве своем, я не сомневаюсь. И 16-й аркан башни, он как раз и говорит о том, что раньше мы не могли что-то осуществить. Ведь первые карты башни это были прообразы тюрьмы. Не получалось преодолеть как какой-то барьер или преодолеть какие-то условности. Нас постоянно, может быть, отбрасывало что-то назад. А вот теперь вот эта тюрьма или башня, она рушится. И да, от нас потребуется совершенно новый фарватер действий. И как и направление, так и методы действий. Посмотрите, вверху 13-й старший аркан. Какая-то перезагрузка, переформатирование вашей жизни происходит на этой неделе. Но это не совсем в разрезе недели, мои дорогие весы. Когда выпадают старшие арканы, это всегда минимум 3 недели, месяц, а может быть и дольше. Поэтому, как вы в эпицентре событий можете находиться, или пусть это касается вашей личной жизни, вашей личной даже истории любви, но внешние силы, они оказывают влияние и на вашу личную историю. Что-то вам придется переделывать, переигрывать совершенно на какой-то новый лад. По крайней мере, я так это вижу. И ведь карты пасьянса нам опять об этом же. Потому что как и вот этот колокол, так и молния. И здесь у нас 13-й аркан и 16-й, когда и уже окончание и начало чего-то нового, но и разрушение, как, знаете, какой-то прежней парадигмы. Трансформация от начала до конца. И вам приходится трансформировать не только себя самого, а еще и, может быть, вашу сферу достижений, буквально работу. Может быть, у кого-то банально меняется руководство на работе, меняется руководитель, новая метла по-новому метет, и вам тоже придется адаптироваться. Помним 2025 год. Две задачи. Адаптация, а после этой адаптации организация жизни по-новому. Так вот это адаптация, а это организация жизни по-новому. Но всегда по 16-му аркану мы не должны с чем-то опоздать. И если мы что-то ставим на паузу и думаем, что само как-то там оно обустроится, разрешится, то нет, само оно может разрешиться, но тогда мы отдаем нашу судьбу на волю случая. Будьте внимательны, здесь все-таки по части достижений, заработка и каких-то ваших перспектив будут тоже изменения. Может быть, поменять какие-то методы или что-то как отшлифовать, организовать.
но в другом контексте вам все-таки придется как и адаптироваться, так и организовывать себя и не терять времени. Личная жизнь. От чего-то вы тут устали. Может быть, устали от работы, потому что десятка жезлов – это действительно много задач каких-то. Или большой груз на себя взвалили, вот как эти 10 жезлов. И, скорее всего, вы тут тоже будете что-то переигрывать. Ведь эта карта всегда говорит: делегируй то или тому, кто может это сделать сам. Не взваливай на себя буквально вязанку вот эту из забот, каких-то проблем. И правда, у вас такие серьезные арканы, когда вам нужно и хорошо отдыхать, когда нужно внимание уделить самому себе. И помните, уставшие люди делают ошибки, и это может быть связано как раз вот принцесса мечей, когда мы теряем бдительность или когда мы перестаем подмечать, что вокруг нас происходит. А здесь и подмечать, и анализировать приходится. Когда мы согласимся на какую-то многозадачность и потеряем буквально и деньги, и время, и нашу энергию, это в конечном итоге все ресурсы, не должны быть эти ресурсы растрачены попусту, потому что много каких-то дел. И личная жизнь не всегда про любовь. Про любовь нам уже сказали, я так думаю, для вас, мои дорогие, у кого сейчас в паре все хорошо. Или вы человек семейный. А для тех, кто один или одна, ну, кто знает. Я не могу сказать, что тут буквально о любви нам говорят карты на этой неделе. Но есть, видимо, те вопросы, когда себя нужно поставить все равно на первое место, а не согласиться быть кому-то удобным. Ведь в этой карте десятка жезлов, в этой колоде, обратите внимание, человек в приличных одеждах тянет вот эту вязанку, его уже согнуло. И он не видит, куда он идет, он смотрит в землю. И если бы он бросил эти 10 жезлов и посмотрел вокруг, по сторонам, он бы, наверное, удивился: а зачем это я иду к этой облезлой башне? А так ли мне это нужно? Вот что-то подобное вы можете переосмыслять. Зачем я этим занимаюсь? Или зачем я постоянно кому-то помогаю? И жезлы, кстати, дела, работа, бизнес и деньги. Я могу предположить, где-то прежняя позиция – это тоже на деньги. Вы можете кому-то отказать в помощи. Той помощи, которую вы, ну, может быть, все время осуществляли. Здесь вы по части помощи, денег или своих каких-то денежных вливаний, вы тоже можете пересмотреть свои действия, потому что это необходимо. И вот, видимо, какая-то ситуация, вот что проясняется. Ваш статус собственный проясняется, где вы как будто находитесь и где вы должны находиться. Или какая ваша миссия, мои дорогие весы, и как долго будет продолжаться либо какая-то зависимая ситуация, или пустое ожидание, или вот эта многозадачность. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые весы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.